Судебный зал был насыщен тишиной, такой, что она глубоко проникала в грудь, заставляя каждое дыхание казаться трудным. Каждое сиденье было занято, каждый взгляд был прикован к мужчине в центре всего происходящего. Сержант Натан Картер сидел в своем инвалидном кресле, его военная униформа была аккуратной, медали на груди блестели под флуоресцентным светом. Его рука крепко держала поводок немецкой овчарки рядом с ним. Тора, его преданного друга. Для непосвященного глаза Тора казались просто еще одной военной служебной собакой, но для Натана он был семьей. Голос судьи нарушил тишину, напомнив, что это может быть последним шансом Натана высказаться. Армия признала Тора государственным имуществом, ресурсом, необходимым для другой миссии. После многих лет борьбы, спасая друг другу жизни, мысль о том, что он может его потерять теперь, казалась предательством. Руки Натана задрожали, когда он поправил хватку на поводке. Его голос едва был устойчивым для речи. «Ваша честь», — начал он. Его эмоции были на грани. «Тор — это не просто военный актив. Он спас мою жизнь больше раз, чем я могу сосчитать. На поле боя он вытаскивал меня из опасности, защищал меня от огня, даже предчувствовал ловушки до того, как я их мог увидеть. И когда я вернулся домой, когда не мог взглянуть на себя в зеркало, он был рядом. Он дал мне причину продолжать. Пожалуйста, не забирайте его у меня». За ним последовала густая тишина, прерываемая лишь случайными шорохами движений. Некоторые зрители вытирали глаза, в то время как другие обменивались взглядами, полными сочувствия и негодования. Выражение судьи оставалось непроницаемым, когда он изучал Натана, казалось, взвешивая серьезность его слов. Затем, как только судья наклонился вперед, готовясь огласить свое решение, Тор вскочил на ноги. Резкий лай пронесся по залу, разрывая тишину, как выстрел. В толпе послышались вздохи. Приставы напряглись, инстинктивно сделав шаг вперед, но Тор не проявлял агрессии. Его лай был настойчивым, срочным. У Натана сжалось живот. «Тор!» — закричал он, паника пробиралась в его голос. Но глубоко внутри он знал. Ему приходилось видеть это поведение раньше, на поле боя, когда Тор улавливал что-то невидимое, что-то опасное. Шепот разнесся по комнате. «Что не так с собакой?» — прошептал кто-то. Натан продвинулся вперед в своем кресле. Его пульс учащался. Он не просто лает, он предупреждает. Судья колебался. Его молоток забыт в руке. Поза Тора была напряженной. Его рычание усиливалось, уши прижаты к голове. Внезапно его голова резко повернулась к тяжелым деревянным дверям в дальнем конце зала. Его рычание превратилось в дикий рык. Неприятные разговоры накалялись. Приставы обменивались настороженными взглядами. Дыхание Натана сбилось. Он только ведет себя так, когда есть опасность. Более крупный пристав, человек с широкими плечами и многолетним опытом, сделал осторожный шаг вперед. Его рука была возле оружия. «Это просто собака», — пробормотал он, хотя неопределенность в его голосе была явной, вероятно, реагируя на шум. «Нет», — резко прервал Натан. «Он не реагирует на шум так. Если Тор ведет себя так, есть причина». Следила напряженная пауза, прежде чем судья медленно кивнул. «Проверьте коридор». Лай Тора усилился, когда приставы подошли к дверям. Более крупный из них осторожно потянулся рукой, схватив металлическую ручку. Весь зал, казалось, задержал дыхание. Натан сжал подлокотники своего кресла. Каждая мышца была напряжена в ожидании. Дверь скрипнула, открывая тускло освещенный коридор. Сначала он казался пустым, но лай Тора становился все более беспокойным. Более крупный пристав шагнул внутрь. Его оружие было наготове. Его тело напряглось. Его напарник последовал за ним. Фонарик разрывал тьму. И вдруг звук. Резкий металлический кланг, отдающийся эхом в коридоре. Меньший пристав вздрогнул. Его фонарик дрожал.
Тор рванулся к дверному проему, лая с неукротимой яростью. «Что за чертовщина?» — пробормотал более крупный пристав, его голос натянут от тревоги. Натан сжал поводок. «Что-то идет». Еще один клэнк. На этот раз ближе. Затем один осознанный шаг. Судебный зал разразился шепотом и шумом, когда страх охватил всех. Судья стукнул своим молоточком, пытаясь восстановить порядок, но паника распространялась, как лесной пожар. «Сохраняйте спокойствие», — скомандовал судья, хотя дрожь в его голосе предала его. Дыхание Натана стало коротким и частым, его глаза были прикованы к темноте за дверью. И тогда тень сдвинулась. Это было тонко, едва замечаемо, но достаточно, чтобы вызвать волны ужаса по всему залу. Меньший пристав издал звук. «Там», — запнулся он. Более крупный пристав поднял свое оружие. «Выйдите на свет, чтобы я вас увидел». Тишина. Густая, тяжелая, ненормальная. Затем фигура появилась. Человек. В капюшоне. Спокойный. Его руки были спрятаны в карманах тяжелого пальто, как будто он совершенно не обращал внимания на хаос вокруг него. Он остановился на краю луча фонаря, его голова слегка наклонилась, словно он был развеселен. Рычание Тора стало жестоким, его зубы были оскалены, его тело напряжено. Более крупный пристав сжал оружие. «Кто вы?» — спросил он. Человек не ответил. Вместо этого он сделал медленный шаг вперед, прикрываясь. Его ботинки щелкали по плитке. На его губах появилась ухмылка, едва заметная под капюшоном. Дыхание Натана перехватило. Неприятное чувство накрыло его. Что-то в этом человеке казалось неправильным. Не только опасным, но глубоко, основательно неправильным. Меньший пристав тяжело сглотнул. «Сэр», — сказал он, голос ломаясь, — «представьтесь». Человек, наконец, поднял голову. Его глаза были острыми, холодными и пронзительными. «Я не собираюсь никому навредить», — сказал он. Его голос был гладким, почти гипнотическим. Затем, медленно, он начал доставать что-то из своего кармана. Приставы напряглись, подняв оружие, в зале снова послышались вздохи. Кто-то прошептал из заднего ряда, голос напряженный от страха. «У него что-то есть». Комната была на грани взрыва, напряжение было растянуто, как тонкая нить, готовая порваться. Инстинкты Натана кричали ему действовать, но он остался застывшим, сжимая поводок Тора, как будто это было единственное, что держало его в реальности. Рука незнакомца появилась из кармана, показывая что-то маленькое и металлическое. Приставы закричали хором: «Бросьте это!» Человек застыл, его губы изгибались в легкой улыбке. «Расслабьтесь», — сказал он спокойно, поднимая предмет. Он блестел в тусклом свете, это был простой ключ. Но тревога Натана только углублялась. Умиротворение не пришло. Никто не почувствовал себя в безопасности. Лай Тора не стихал. Его внимание было сосредоточено на незнакомце, как будто ключ был просто отвлекающим маневром. Захватить поводок крепче. Его голос едва звучал. Это не то, что кажется. Он скрывает что-то. Обязательно должен. Улыбка мужчины расширилась, словно он мог слышать мысли Натана. Ужас в воздухе стал удушающим. Все взгляды были прикованы к незнакомцу. Его выражение ярко контрастировало с паникой, пронизывающей зал. Рычание Тора звучало низко и гортанно. Предостережение, которое никто не мог игнорировать. Руки Натана дрожали, как он крепче сжимал поводок. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. Что-то было не так. Это был не просто угроза. Это было началом чего-то гораздо большего, гораздо более темного. «Бросьте ключ и отступите!» — закричал более крупный пристав. Его оружие еще было нацелено на человека. Меньший пристав медленно приблизился, его фонарик уверенно светил, но лицо было бледным от беспокойства.
Незнакомец оставался невозмутимым, слегка наклоняя голову, его взгляд перемещался к Тору. «Это собака», — размышлял он. Его голос был низким и тревожно спокойным. Он особенный, не так ли? Всегда знает, что произойдет, прежде чем это случится. Вот что делает его таким ценным. Холод пробежался по спине Натана. Как этот человек знал о Торе? О его инстинктах? Волосы на затылке встали дыбом. «Откуда вам это известно?» — потребовал Натан. Его голос был острым, дрожащим. Тор снова громко зарычал, рванувшись вперед на поводке, все его существо было сосредоточено на незнакомце. Улыбка мужчины растянулась, его глаза блестели чем-то зловещим. Медленно он поднял ключ, его движения были намеренными, вызывающими. «Скоро ты все узнаешь». С резким металлическим щелчком он повернул ключ в руках. Звук был незаметным, но его воздействие было немедленным. Тор взорвался в ярости. Огни ярко закачались, а затем тьма. В воздухе раздался вздох. Крики. Стулья скрипели, пока люди в панике бегали. Пульс Натана стучал. Он не видел, но слышал. Движение, хаос, дыхание чего-то невидимого. Огни снова начали мигать. Незнакомец больше не был один. Две фигуры вышли из коридора за ним. Тени, ставшие плотью. Их лица были скрыты. Их движения тщательно продуманы, их присутствие излучало угрозу. Они держали оружие, острое, металлическое, сверкающее под флуоресцентным светом. Сердце Натана колотилось в груди. Тор рычал с яростью, которая граничила с первобытной. Все, что происходило, было не просто о человеке с ключом. Дело было гораздо серьезнее, и это только начиналось. Судебный зал взорвался в хаос. Зрители стремились к выходам, голоса поднимались в конфьюжн и страхе. Стулья переворачивались, ноги громко шлепали по полу. Две фигуры двигались дальше внутрь. Вес их присутствия отправлял волну ужаса по залу. «Все, сохраняйте спокойствие!» Всеведущим голосом закричал судья, стуча своим молоточком. Его голос почти заглушался растущей паникой. Более крупный пристав вышел вперед, не поколебляясь. Его фонарик был нацелен на незнакомца. «Оставайтесь на месте». Незнакомец не остановился. Вместо этого он сделал еще один медленный шаг вперед. Спокойный, размеренный. Его выражение было зловеще собранным. Фигуры позади него двигались в унисон, усиливая удушающее напряжение. Наконец незнакомец заговорил. Его голос был гладким, измеренным, прорезая шум. «Никто не должен пострадать. Все, что я хочу, — это собака». Эти слова послали ледяную волну по венам Натана. Тор рычал. Его стойка оставалась непоколебимой. Пальцы Натана крепко стиснули поводок. Его голос оставался стабильным, но эмоции просачивались сквозь слова. «Ты не заберешь его». Незнакомец изучал его. Его улыбка слегка угасла. «Ты усложняешь все больше, чем нужно», — сказал он холодно. Его глаза упали на Тора, зная, что это особенный. «На удержание его будет просто делать вещи сложнее для тебя». Челюсть Натана сжалась. «Тор останется со мной». Шепоты прокатились по толпе. «Выходите». Страх, неопределенность, недоверие. Тяжесть происходящего давила на всех. Выражение незнакомца потемнело. Он знал, что Натан не собирается поддаваться. Впервые что-то в его взгляде изменилось. Это были не гнев, а расчет. Судья, восстанавливающий самообладание, откашлялся и заставил свой голос звучать авторитетно. «Вы нарушили закон. Все это заканчивается сейчас. Приставы, проводите этих людей». Приставы нарастили, и теперь с новыми решимостью шагнули вперед. Тор резко лаял, возвращая внимание зала на противостояние. Незнакомец поднял руку, подавая знак своим спутникам остановиться. Его выражение скрылось в чем-то неразборчивом. «Это еще не конец», — сказал он. Его голос был спокоен, но в нем ощущалась непоколебимая тяжесть. «Вы думаете, что это просто о собаке, но это гораздо больше. Вы вскоре все увидите». Он сделал шаг назад. Его улыбка вернулась. Но она не была теплой. Она была холодной, преднамеренной. «На данный момент я уйду, но он принадлежит нам, Натан».
Хватка Натана на Торе не ослабла. Его голос оставался уверенным, неколебимым. «Он принадлежит никому, кроме меня. И чего бы вы ни искали, вам придется пройти через нас обоих». Мельчайшее выражение чего-то промелькнуло на лице незнакомца. Затем, не сказав больше ни слова, он развернулся, подавая знак своим людям следовать. Они исчезли через те же двери, через которые вошли. Тишина, последовавшая за этим, была оглушающей. Зрители медленно вернулись к своим местам, шепоты разнеслись по воздуху, когда они пытались осмыслить произошедшее. Судья глубоко выдохнул, опуская молоток трясущейся рукой. «Это суд отклонен», — пробормотал он. Его голос едва слышен на фоне шепота. Но Натан остался на месте. Его глаза были прикованы к двери. Тор, наконец, сел. Его рычание утихло, хотя тело оставалось напряженным. Натан наклонился, слегка погладив его по голове. «Ты хорошо справился, приятель», — прошептал он. Его голос был полон усталости и благодарности. Судебный зал опустел, но мысли Натана метались. Он не знал, кто этот человек и почему они хотели Тора. Но одно было очевидно — это еще не конец. И что бы ни случилось дальше, они справятся с этим вместе, потому что независимо от того, что произойдет, их связь была неразрывной, и это было то, что никто не мог отобрать.